я бы, знаете, хотел с чего начать, Антон Евгеньевич. Вот меня, когда начал учиться в шахматы играть в 2001 году, у меня тренер Сергей Кишнев. Он известный человек, воспитал, да, Юрия Дохояна, к сожалению, сейчас, покойного. Я говорю, а что мне почитать? Ну, вот я так увлекся шахматом, у меня такой порыв, я прям открыл для себя какой-то мир. Я говорю, что мне почитать? Он говорит, ну, ты знаешь, говорит, почитай вот. Я говорю, какие партии посмотреть, какие партии посмотреть? Он говорит, посмотри партии Карпова. Я говорю, просто посмотри партии Карпова. Не надо ничего больше смотреть, просто смотри партии Карпова. Ну, я послушно, значит, начал смотреть партии Карпова. У меня базы еще не было тогда, ChessBase я как бы не имел доступа, я где-то там вот книги начал покупать, смотреть. И вот я вам должен сказать, Анатолий Евгеньевич, что я на ваших партиях вообще ничему не научился. Вообще ничему. Я вот серьезно говорю, абсолютно. Вот потом я смотрел там Крамника, освоил какие-то вот там маневры, смотрел Каспарова, вот динамика какая-то, как-то у меня пошла, мне понравилось атаковать. Вот на ваших партиях, мне кажется, это невозможно даже как бы словами объяснить. Это какая-то вот игра, которую понять, то есть ее могут объяснить тебе, в чем смысл этого маневра, куда ладья пошла, зачем. Но вот это понять невозможно, как вы это делали. И продолжаете делать, кстати. Это, с одной стороны, комплимент, с другой стороны, это недоумение, откуда это взялось. Меня вот этот вопрос больше всего интересовал. У вас это с детства? По всей видимости, так. Это как бы дар некий, да, все-таки? Это вам даровано? Ну, наверное, внутри где-то с детства, но это все равно отрабатывалось. И в детстве я книг не читал. То есть у вас не было шахматных книг, да, в детстве? Моя первая книга, книга «Избранная партия Капабланки», вот, подаренная мне где-то, наверное, когда мне 9 лет исполнилось. Вот это первая книга. Ну еще курс дебютов Панова. Это интересно, при том, что вы часто говорили, что, и это было видно по партиям вот июня, что дебют хромал до того, как у вас появился тренер. Ну, Панову это же книга такая все-таки, совсем для любителей совсем, да. Ну, Капабланку, книгу Капабланки я там серьезно поизучал, и, собственно, наверное, мой стиль где-то и развивался под влиянием этой книги, чудесного шахматиста Капабланки. А что же, как вы занимались шахматами до этого? Получилось, что мое понимание и навыки в основном приходили от практической игры. Я не любил заниматься. Я не изучал, как принято говорить, эндшпиль. Вот. И вообще книги по эндшпилю я не читал. Тогда или вообще? Да и вообще. Да. Во-первых, замечательная школа была анализ отложенных партий. Это телевизионная передача, что ли? Школа в смысле школа жизни. Школа шахмат. Причем нигде так интенсивно мозг не работает, когда ты анализируешь и понимаешь, что это может случиться, и от анализа зависит результат партии отложенной. Сейчас мы это потеряли, и, кстати, это большая проблема шахматистов современных, что у них вот эта часть образования шахматного отсутствует. Я считаю, что это большая потеря. А у меня все это было, и кроме того, поскольку я дебюты знал плохо, то я обычно попадал в плохие позиции, неважно, белыми или черными, но во мне выработалось вот это качество и умение защищать сложные позиции и играть на перехват. Другие, и даже гроссмейстеры, и великие гроссмейстеры, плохая позиция, защитился, ничья и хорошо. А я плохие позиции защищал с видом на лучшие времена. То есть у вас вообще всегда был какой-то такой, может быть, природный, не знаю, или выработанный оптимизм такой. Вы как всегда играли так, что 70 ходов от защищающего, а на 71-м там был хоп-хоп и как бы победа. Это взялось из жизни просто, да? Из необходимости. Это, кстати, Ботвинник не увидел этого. Потому что когда он в 1963 году, первая была сессия школы Ботвинника, он смотрел на что? Он смотрел на знания дебютов. И он увидел, конечно, что у меня знания были слабые, хотя я уже был кандидатом мастера, сильным кандидатом мастера. Необходимость изучать дебюты пришла мне, когда я стал мастером. Мастером я стал еще с очень слабым знанием дебютов, но когда я стал мастером и уже как бы с мастерами нужно было играть, тогда я почувствовал, что я имею проблемы. И тогда началось мое сотрудничество с Фурманом. Очень кстати. А до этого я знал, как это дебюты, но я особенно их не изучал, только в практической игре. Играл я очень узко, я играл в закрытый вариант сицилианской защиты, испанскую партию. Белыми только Е4, Д4, С4 не начинал.
А черными тоже испанская партия, основной дебют был. Если на Е4. На Д4 я играл там и Ферзева, и новоиндийскую защиту, Немцовича. А вот на Е4 я играл только испанскую партию. В основном чигоринский вариант. Тоже из жизни он возник или как-то где-то его подсмотрели? Как-то мои приятели. Мне повезло по жизни, что у меня с детства были приятели в шахматах. Причем они старше. По случайности они были одноклассниками моей сестры. Миша Таренин, Саша Калышкин. Два ближайших моих приятеля детских. Причем мы играли в шахматы вместе, и они открыли дорогу в шахматную секцию металлургического завода. И ждали только, когда я пойду в школу, чтобы взять меня. Родители сказали, что до школы никуда не отпустят. Но я пошел в первый класс, и уже я знал, что с ребятами я пойду в шахматную секцию металлургического завода. А это достаточно далеко. По масштабам нашего города это вообще практически из центра на окраину надо было. То есть до первого класса вы не могли ходить в шахматный кружок? В шахматный кружок я не ходил. Во Дворце пионеров у нас не было шахмат, но шахматы были на заводах. И ребята звали, я-то и не знал. Есть кружок, нет. Это было как-то далеко от меня. Но ребята сказали, что вот они пошли, значит, в кружок. Есть замечательный кружок на металлургическом заводе. Родителям они эту информацию дали. Родители сказали, что вот в школу пойдет, тогда и в кружок. Так я и играл с ребятами. Но они-то уже играли со взрослыми. Причем я начал сразу играть со взрослыми в турнирах. Первая партия, испытание было осенью 1958 года. Я пришел где-то в октябре, наверное, или в конце сентября. Это шахматный кружок металлургического завода. Там у нас секретарем и директором этого кружка, можно так сказать, был Алексей Иванович Пак, единственный кореец, по-моему, который жил в городе. Замечательный совершенно человек, очень хороший организатор, и такой душевный человек. Ходим, и идет запись на турнир выполнения 3-го разряда. Ребята записались, значит, к Паку и говорят, Алексей Иванович, надо записать этого молодого человека. А я в молодые годы выглядел моложе своих лет, а тогда мне 7 лет. Значит, я выглядел где-то в лучшем случае на 6. И Пак так смотрит, говорит, в шахматы ты играть умеешь? Я говорю, конечно, умею. А играл в турнирах? Я говорю, нет, в турнирах не играл, это первый турнир, где я хочу сыграть. И тут ребята говорят, да, Алексей Иванович, не волнуйтесь, он играет в нашу силу. А уже, по-моему, у Миши Тарынина уже был 3-й разряд, а у Саши Калышкина 4-й. И они записались играть в этом турнире 3-го разряда, но и меня хотели записать. Пак не поверил. Говорит. И в этот момент заходит самый опытный шахматист, фамилия его Марковин была, имя не помню. Ему 70 лет. Алексей Иванович к нему обращается, говорит, не сыграете партию, не проверите молодого шахматиста? Он говорит, почему нет? Давайте сыграем. Все. Сели играть, мне достались черные, и Пак говорит, если... С часами? Да. Если устоишь против Марковина, то в турнир включу. Ничего себе, какую сразу планку вам задали. Но мне удалось выиграть партию. Да? Да. Я партию выиграл, после чего Пак меня записал в турнир 3-го разряда. И я в первом соревновании выполнил норму 3-го разряда. Таким образом, я перепрыгнул 5 разрядов. Через 5, вам 6 лет? Мне 7 лет. 7 лет. Да. Через 5 разрядов прыгнул, и по нашему характеру, как выполнил 3-й разряд, надо сразу записаться на турнир 2-го разряда. Да. Но 2-й разряд мне, единственный разряд, который мне не дался сразу, причем я выполнил его, по-моему, с 3-й, а может быть даже с 4-й попытки. То есть, если дома не было шахматных книг, с родителями вы не играли в шахматы с папой, да? С папой я играл, но он играл где-то, он любитель, он в турнирах никогда не участвовал. Где-то я оценил его силу игры где-то, близко ко 2-му разряду. Все-таки он как бы играл в шахматы. Нет, играл. С приятелями играл, собственно. Откуда у меня интерес-то появился? Да. Я наблюдал, как отец играет с приятелями дома. Достаточно стандартная советская история, как в том числе и чемпионы мира находили свой интерес к шахматам, да? Да, да. Отец играет, подходишь, смотришь, во что ты, папа, играешь, да? Да. То, чего сейчас нет на самом деле.
К сожалению. К сожалению, да. То есть нет, а где увлечься шахматами? Ну, онлайн можно, там еще что-то. Но когда все-таки отец играет, это как бы другие ощущения. Это какое-то такое, это что-то магическое такое. Папа Ну да. играет. То есть. А какая была дома обстановка вообще? Ну, у меня детство трудное было. Не потому, что у нас внутренние отношения. В семье у нас были замечательные отношения. У меня чудные родители. И отец, и мать. Мама строгость проявляла с нами. Родился я в коммунальной квартире. Сейчас уже многие даже не знают, что это такое. Так же, как и откладывание партии сейчас. Многие аспекты жизни исчезли, да. Но я же родился 6 лет после войны. Моя сестра появилась через год. Как раз сыграли победу, и, по-моему, в июне месяце, или даже в конце мая, отец и мама поженились. Но они знали друг друга раньше, но они считали, что надо сначала победить. Вот, и, конечно, время тяжелейшее было. Вот, причем я узнал намного позже, что оба курили во время войны, и отец, и мать. Но я вообще никогда и не пробовал даже, и сестра тоже, и мы этого не знали. Где-то мне было уже, да, я уже, по-моему, чуть ли не чемпионом мира стал, когда они сказали, что вот они курили, но как только наступил День Победы, они друг другу дали слово и бросили в один день. Все, мы бросаем. И никогда больше не курили? И никогда больше не курили. А вы так никогда тоже? Я никогда, ну, у нас вообще и мама терпеть не могла, и я не могу спать, если есть запах сигарет. Все, у меня сон выбивает. А мне, видимо, тоже только война поможет. Не дай бог. Когда родилась моя сестра, это была большая удача, поскольку отец и мать работали на заводе и во время войны все время. И отец был уже хорошим специалистом, мастером. Мама у меня работала экономистом. Вот по случаю рождения дочки им выделили одну комнату. Одну комнату, это была удача. Одну комнату в коммуналке, да? В коммуналке. А где же они жили до этого? А до этого, я даже не знаю, наверное, жили где-то у своих. Либо, скорее всего, у бабушек. Я родился, в этот момент уехала семья. Левченко. Вот я помню, потому что чудесным образом я только слышал от родителей. Как раз семья, с которой мы дружили. Они из Западной Украины, в эвакуации. Вот. Ну и вот в 1952 году они вернулись на Западную Украину. И родители говорили, вот Левченки уехали, и нам их комнату дали. А как раз комнаты были смежные. Пробили дверь, у нас появилась вторая комната. И так мы жили до 60-го года в коммунальной квартире. Сначала было 6 семей. Вот когда Левченко уехали, то стало 5 семей. И у каждой семьи была по одной комнате? Ну, у нас было 2. До отъезда Левченко? Да. До отъезда Левченко у каждой семьи по одной комнате. Дальше одна кухня общая, понятно, один туалет, одна ванна. Все как полагается. Все как полагается, да. Вот, а в 60-м году мой отец стал главным инженером завода, и тогда, ну, и началось строительство вот, при Хрущеве, массовое строительство жилья. Но мы получили квартиру в том же доме. Дом был хороший, один из лучших домов в городе, потому что его в 1946-1947 году строили немецкие пленные. Вот, и в Златоусте достаточно много было домов, которые немцы строили. Строили добротно, причем при Сталине как-то и высотность потолков была неплохой. Вот, и поэтому по жизни я не могу в квартирах или в помещениях с низким потолком. Потому что вы привыкли с детства, что... Я с детства привык к высоким потолкам, хотя по площади мы были всегда стеснены, но по высоте мы чувствовали себя спокойно. Если мне говорили, что вот, хрущевского времени, я говорю, я даже смотреть не поеду, потому что я задохнусь. Отец работал на металлургическом заводе, да? Нет. Нет? Нет, отец работал на машиностроительном заводе. Это вот завод, ровесник, наверное, промышленного развития Урала. Это один из первых демидовских заводов. Когда открыли железные руды на Урале, вот, то при Петре Первом, до этого Урал вообще, я думаю, был совсем сыромашный, как говорят. Вот. А тут началось развитие промышленности. И, кстати, Златоуст известный еще и тем, что горный инженер Аносов изобрел булат, с помощью которого Россия победила Турцию. А что это такое булат? Булат – это типа дамасской стали, вот, но прочнее
и крепче. И вот булатный меч перерубал меч из дамасской стали на две части. Вот так вот. Это война с Турцией 19 века. Да? Да. А мама не работала, да? Она была дома с вами? Когда я родился, мама да, работу оставила и занялась только детьми. Тогда проблемы были, потому что отец, он не имел высшего образования, но был ведущим мастером, по-моему, даже начальником цеха. Требовались специалисты с высшим образованием, и тогда вот было принято то, о чем сейчас мы, кстати, говорим, целевое обучение. Завод направил его на обучение в Бауманский, тогда это МВТУ, Высшее техническое училище. А лучшие инженеры появлялись именно оттуда. Ну, еще в Питере хорошие были, в Ленинграде. После войны требовались специалисты, потери огромные были во время войны. И вот тогда, причем говорят, что идеология забивала все, ничего подобного. Вот он прошел ускоренную подготовку, получил высшее образование, и он говорил, за счет чего экономия была? За счет того, что минимальный курс истории партии, марксистско-ленинскую философию вообще не изучали. Они изучали конкретное дело, да, инженерию. И он вернулся обратно в Златоуст уже, с этими знаниями стал... Но он сразу стал заместителем начальника производства, потом начальником производства и главным инженером в очень короткий промежуток времени, в 3 года, наверное. Ну, я так понимаю, что поскольку с мамой вы проводили все время, то есть с ней всегда был очень близкий контакт, наверное, да? Ну да. А с отцом меньше? Ну, нет, с отцом... А тоже? Да, с отцом отлично у меня были отношения. И он такой... Ну, он был очень душевный человек, специалист у него. Открытие немало, 89 у него патентов по изобретению. Да? И серьезные, в общем. Он один из авторов системы ГРАД. И, собственно, это изобретение одно из тех, которые прекратило войну во Вьетнаме. Сейчас известны прыгающие мины, а отец придумал другое. Он придумал, не знаю, какой принцип, но знаю, как это действовало. Мины взрывались вне зависимости от рельефа где-то на 4-5 метров высотой над окопами. Высотой? Ну, окоп 4 метра. Все понял. 4-5 метров, вот мина взрывается, но, естественно, поражение идет пехоты, которая находится в окопах. Потому что так-то надо просто попасть в окоп. Ну да. А когда в воздухе взрывается, и вот... То есть он был как бы... Творческим человеком был. Ну, как бы, если человек занимается изобретениями, это значит, что он занимается творчеством все. Да. И его вообще народ любил, и любил с ним общаться, причем даже по решению бытовых вопросов, как мне отец говорил, многие дожидались, когда директор уйдет в отпуск или уедет в командировку, и приходили на прием не к директору, а к моему отцу. Да? Ну, это, видимо, от душевных качеств каких-то. Да. Вот. Но он старался помочь решить вопросы. Андрей Евгеньевич, вот когда вы добились уже каких-то максимальных высот, как они вообще вот реагировали на это все? Знаете, для родителей это иногда шок, что вот только что там он, на горшке сидит, а теперь прошло как вроде так в жизни, так уже когда определенный возраст, годы идут быстро, а тут он там какой-то матч на первенстве мира. Что вообще происходит? Как они реагировали на это? Нет, надо начать, наверное, именно со школы. В общем, я уже говорил, что мама была строгой, и, в общем, она отслеживала как-то и результаты учебы и у сестры, и у меня. Но потом, когда поняли, что все нормально, и я хорошо учусь, то как-то внимание подослабло. Ну, конечно, мама нами занималась, поскольку папа больше был на заводе, как раз был жертвой этого ненормированного рабочего дня. Это вообще страшное изобретение, потому что, конечно, ненормированный рабочий день, многие считают, что вот ты можешь прогулять и вообще не отработать полностью. На самом деле ненормированный рабочий день это все в обратную сторону. То есть отец приходил, работал и по субботам, по воскресеньям, правда, на Урале нет, а в Туле и по воскресеньям бывало. Вот, и уходил на работу. Где-то обычно он в 8 уезжал, а приходил с работы. Если он приходил в 7, то это как праздник. И когда-то на обед он приезжал, когда-то не приезжал. Я говорю, мне, в общем-то, наверное, повезло, потому что у меня и сестра замечательная. Никогда не было напряжений. Правда, я был забиякой, и я ее в детстве даже обижал. Старшую сестру. Да? Старшую сестру, да. Но это, видимо, тогда еще шахматы не появились, а вам куда-то нужно было вот эту как бы бойцовский дух, да? Нет, у нас вроде и понимание было, но все равно. Все равно, где-то дети же всегда цепляются друг с другом. Доставалось в основном сестре.
Потому что говорит, ты старшая, ты должна понимать. Что ты с маленьким сцепилась? И наказывали больше ее. Но в какой-то момент маме надоело. Вот, и она сказала, что я больше разбираться не буду, кто прав, кто виноват. Я буду наказывать вас обоих. Так. Ну все. Все понял, да? Все. Вопросов нет, понятно. Разумно. Самое мудрое решение мамы было. И как вот, когда началась школа, вы начали заниматься шахматами? Да, я вот пошел во дворец спорта металлургического завода. У нас кружок работал. Да вообще круглую неделю. И, в рабочие дни он открывался где-то в 6:30, когда надо было привести себя в порядок, там, перекусить, и народ собирался. Причем предполагалось, что мы должны играть с 6:30 до 10. 2,5 часа. 3,5 часа. 3,5 часа. Мы в блиц играли очень много. В блиц играли, и турниры организовывали. Но когда-то и классика была. А с вами занимались там шахматами? Нет. Это просто место было, где вы играли? Да, да. И там вы как бы набирали вот этого опыта, да? Да. Как происходило, как-то вы помните, как происходил процесс, что эта позиция там так оцениваю, это так оцениваю? Как происходил процесс вот накопления шахматных знаний из практики? Это же очень сложно. Это сложно, но у меня, я говорю, хорошие приятели. Мы играли вместе, мы анализировали вместе, готовились вместе. Это удача. И я вот говорю, что какой совет, если есть приятели, то с ними можно. Так, приятелей же не создашь сам собой. Конечно. Но вот совет — это идеально, когда есть приятели, которые увлекаются одним и тем же. Если речь идет о шахматах, конкретно о шахматах, то мы играли и дома играли вместе. Причем мы находили возможности выровнять условия, потому что мы не только в шахматы играли. Мы играли, скажем, в городки. Очень популярная игра была на Урале. В городки. Понятно, что у нас не было профессиональных бит, там, и городки нормальные. Городки нарезали из дерева, вот как и положено, а вместо бит у нас были железные трубы. Это мы слесарей просили, у нас в доме, в подвале была слесарная мастерская, вот, и мы просили нарезать нам трубы соответствующего размера. И это были биты наши. Но на 5 лет, тем более там, не 7 лет, им 12. Это разница большая очень. Вот. Но мы находили возможности выровнять условия, потому что, скажем, они выбивали фигуры в городке там, с 8 метров, а я с 5. И уже все. А в шахматы? А в шахматы мы играли на равных. На равных. Причем до первого разряда мы практически все вместе дошли. Потом они поступили в техникум, так же, как и моя сестра. Стало меньше возможностей заниматься. И как-то у них не пошло. Хотя, в общем-то, Саша стал хорошим инженером, а Миша Тарынин закончил факультет журналистики МГУ. Даже одно время вместе учились, он попозже. Сначала на производстве был, потом поступил в МГУ. Когда я поступал, он на 3-м, по-моему, курсе учился. Мы даже в общежитии где-то и рядом жили. То есть эта дружба, она сохранилась, и как бы вы ее несли долгие годы, да? Да. Это было большим подспорьем в освоении шахмат, потому что мы видели свои проблемы, мы готовились, но при этом мы играли друг с другом. Серьезно? У нас не было расписных ничьих, что вот приятели, между собой играть не будем. Нет, бились со страшной силой. Причем мы и конкурировали, потому что Саша Калышкин был очень хороший. Миша послабее немножко потом стал, он подотстал от нас, а Саша Калышкин был очень сильным шахматистом. На уровне городском. А как вот развивалась ваша городская карьера? Вот вы ходили в этот кружок, а как вот произошел какой-то качественный переход? Тогда было принято играть вот в турнирах на выполнение разряда. Первый разряд я выполнил в первом же турнире, где я мог его выполнить. Это был чемпионат города Златоуста. В первом турнире в чемпионате города я где-то оказался, в первой половине, а второй чемпионат я выиграл. И в 9 лет я уже стал ведущим шахматистом завода и играл на первой доске. И это тоже чудо, что шахматы были популярны и поддержаны. Тогда я подавал надежды как шахматист, но я не был еще ни чемпионом, ни великим шахматистом, но завод принимал решения на уровне главного инженера, и со мной посылали серьезных специалистов
вот, как сопровождающих, там, ведущий инженер завода или старший инженер завода. Была семья Калашниковых, которая обычно со мной ездила, вот, скажем, на тренировочные сборы, школу ботвинника. Со мной несколько раз Тамара выезжала, Шадрина, по мужу Калашникова. Вот, она была лучшей шахматисткой города. У нее был сильный второй разряд мужской. Вот, а Юра Калашников был перворазрядником, потом стал кандидатом в мастера в Челябинске. И я с ним играл матч на звание абсолютного чемпиона города. Мы поделили в чемпионате первое и второе место. Вот, и удивительным образом, что в чемпионате небольшого города, значит, мы играли как я не знаю, в чемпионате Советского Союза. Матч. Играли матч, да. И как? Матч из 4 партий, и я победил. А с каким контролем тогда играли? Мы играли 2 часа на 40 ходов. То есть современный контроль. Час на 20. Час на 20 ходов. Да. 2 часа на 40 ходов и час на 20. А тогда официально, наверное, контроль был 2:45, да? Нет, 2:30. 2 часа 30 минут на 40 ходов, Да. и дальше И, час на и каждые потом 16. час на 16 ходов. Да. После 5 часов игры откладывание, ну, не после 5 часов, после того, как 40-й ход сделан, откладывание, да. потом на следующий день вот час на 16. Да? Да. И то есть вы когда играли с ним тоже откладывали партии или? Конечно. Да? Да. Ну, классика. Все как полагается, да. Да. Настоящий А матч. это в каком году было вот этот чемпионат Это города? в 60-м году. То есть вам 9 лет. 9 лет, да? Да. А вы не помните, уже были тогда какие-то вот мысли о том, что может, я буду шахматистом, или я не буду шахматистом, или там. Или вы просто играли в шахматы? Я просто любил играть в шахматы. Я мог и по ночам играть в шахматы. Вот, и бывало, что мы засиживались на заводе. Нам надо было идти либо коротким путем, но это все равно где-то полчаса, через гору. Вот, если нас собиралось достаточно, там, человек 5, вот, то мы шли через гору. А если меньше, то там хулиганские были места, и мы не решались идти. Там втроем уже мы через гору не ходили. Мы обходили через центр. Вот, но это значительно удлиняло наш путь. Ну, я помню, как-то мы засиделись и возвращались уже в 1 часу ночи. Но родители, конечно, беспокоились, тогда же мобильных телефонов не было. Вот, добраться невозможно. И вот мы поднимаемся уже по главной улице к дому, ну, еще где-то, полкилометра, наверное. И я смотрю, родители навстречу идут. Вот я говорю, ребята, выручайте. Беда. Да, будет нехорошо. Говорит, а как? Я говорю, ну, вы идите, а я значит, оббегу по соседней улице. И скажу, что давно дома, да? Вот. Ну, и они идут, а я, значит, на соседнюю улицу параллельно. Вот, прибежал, да. Все, сестра мне открыла. Вот, они, ребята, говорят, так он давным-давно ушел. Вот они приходят, я в постели. Да, крепко удивились, но они все поняли, конечно. Тонкий соскок такой в эндшпиле, да? Вот, но воистину мы могли засиживаться долго. Долго и как-то, правда, не всегда там. Уборщицы у нас, они же должны были убрать за всем. Вот, они, бывало, нас выгоняли, что чего вы засиделись, нам нужно тут помыть, убрать, а вы нам мешаете. Но приходилось уходить. А так, вот по воскресеньям, субботам мы проводили 2 раза в месяц товарищеские матчи предприятий. Много досок. Я помню, что с Магниткой, знаменитый Магнитогорский металлургический комбинат, намного больше там. У нас на металлургическом заводе работало где-то 7,5 тысяч, а на Магнитке около 100 тысяч. Со всеми предприятиями, которые обслуживали Магнитку. Вот, но мы уступали, конечно. Уступали и по ресурсам, и по силе. Все-таки Магнитогорск крупный город, там 300, по-моему, тысяч жителей тогда. Вот, а у нас 170 в городе. Ну и Магнитогорск ходил в крупнейшие города Советского Союза, а Златоуст нет. Но мы играли и бились, на 50 досках мы играли.
есть, вот, Матчи на 50 досках. да. Да. Как потрясающая эта советская система вот вообще. Ну, сейчас так называемые корпоративные соревнования. Ну да. Это- Ну они как-то сейчас не так все-таки. Ну, в одно время они вроде стали популярными, сейчас снова заглохли. Ну нет этой жизни, потому что тогда это было изнутри все, да, то есть люди хотели играть эти Да, матчи. Это же не да. то, что кто-то говорил, так, играем матч. Ну, развлечений мало было, наверное, тоже нужно учитывать. Ну, конечно, конечно. А кто-то оказывал тогда влияние шахматное какое-то? Может быть, какой-то там городской тренер или кто-то на заводе, может, кто-то подсказывал? У меня тренеров не было вообще. Вообще, да? Вообще не было. Ни Вот. книг, Нас ни тренеров? опекал Леонид Аронович Градвол, замечательный человек, он вообще по профессии преподаватель, историк, кандидат в мастера сильный. Причем он такой очень мягкий человек, все, но я помню, что он жутко обиделся на меня вот, в чемпионате области Челябинской. Мне нужно было у него обязательно выиграть, чтобы стать кандидатом в мастера. Мгм. Вот. Мы шли где-то, я в конечном итоге поделил, по-моему, 2-е, 4-е место в чемпионате области. Но он где-то был недалеко, он очень сильный шахматист был сам. Мгм. И вот я помню, что в закрытом варианте славянской защиты белыми, причем он знал прекрасно, потому что он нас сопровождал на официальные соревнования, когда мы уезжали из Челябинской Мгм. области. Вот, первый раз он с нами ездил в Боровичи, это 61 год. Мгм. Вот, он, конечно, знал мой дебютный репертуар, очень узкий, но, тем не менее, где-то я его подловил. Мгм. Вот, и он жутко обиделся, что вот, значит, как это он мог мне зевнуть там чего-то, что мой уровень еще не тот, чтобы я стал кандидатом в мастера. Мгм. Ну, и где-то читалось, что вот и кто-то может подумать, что он специально мне проиграл, Мгм. для того, чтобы я стал Мгм. кандидатом в мастера. И вот это его тоже мысль как бы точила, и он За репутацию свою опасался. опасался за репутацию, ну и недоволен был. Это я помню, что недоволен. Это вам было сколько? 10 лет, получается, да? Это мне, нет, 11 лет. То есть в 11 лет вы стали кандидатом в мастера, да? В 11 лет. А по советским вот меркам я даже сам вот не очень знаю, это нормально или это очень рано? Это очень. Очень рано, да. Я, самым молодым кандидатом в мастера. М. Причем тогда кандидат в мастера, это как сейчас мастер, Ну, если не больше, да. если не больше. Если Да. не больше, Потому что да. особенно кандидат в мастера. Но тогда существовало понятие московский мастер и московский кандидат в мастера. А что это? Вот, московские мастера обычно были на уровень слабее мастеров российских. Потому что там много или что? Ну, потому что возможностей много, и как-то вот я помню, что было такое, хотя не все, конечно, московские мастера были слабенькими, Да. но много было слабых. Но вы тогда уже активно ездили по стране, играли, да? Или- Нет, в это время еще я вот ездил, меня уже заметили, я ездил там, скажем, на какие-то сборы. Я играл сборы? в чемпионатах Российской Федерации среди юношей. Ну и у нас тогда за юношей в России отвечал Рашид Гибятович Нижмеддинов. Мгм, знаменитый Вот, шахматист. да, знаменитый. Но возможностей у российских шахматистов было очень мало. Вот, и выехать на международные турниры, в общем, это большая удача. И поэтому, когда вот она выпадала, то Мгм. выбивались из сил, но старались выполнить звание международного мастера, международного гроссмейстера, потому что тогда это уже совсем другой подход и больше возможностей. Ну так вот, Рашид Гибятович был и человеком замечательным, и шахматистом отличным, и известная его партия «Сталин». Вот это удивительная совершенно партия. Это где он Ферзя в дебюте пожертвовал? Да. Но это уже все-таки шахмат, это очень шахматный человек уже. Ну, конечно. То есть это, по сути, первый такой вот шахматный человек, с которым вы познакомились и начали общаться на шахматные темы? Нет, я с Нижмеддиновым просто первые чемпионаты России я попадал в первую половину, там где-то в конце первой половины, поэтому меня на сборы не оставляли. А когда стали оставлять на сборы, то я уже прошел школу ботвинника. А как вы попали вообще на школу ботвинника? Ну, вот потому что я стал самым молодым кандидатом в мастера. Вот, и это у меня случилось зимой 63-го года, чемпионат области. А школа ботвинника впервые, и почему-то в 63-м году я не играл в чемпионате России среди юношей, а ботвинник проиграл матч Петросяну, и после чего он решил заняться молодыми талантливыми шахматистами. И я попал в этот первый набор в школу ботвинника.
Это осень 63-го года. И вы приехали на школу, познакомились с ним? Да, я приехал. Какой-то был у вас пиетет, все-таки Ботвинник, это же такое имя. Даже сейчас уже не трудно объяснить, что такое Ботвинник в советских шахматах был. Это царь и бог. Не зря, патриарх говорили. Патриарх. Патриарх, Он и реально патриарх. То есть Да. это не просто слава, то есть человек, который в общем как-то все это не то чтобы выстроил эту систему, но он ее контролировал, да, то есть он как-то вот Да нет, и выстраивал. и выстроил, был огромным авторитетом. Да, да. Ну, собственно, он же выстроил систему чемпионатов мира, когда в 1948 году он стал чемпионом мира. И, кстати, с 1948 года вот система чемпионатов мира и матчей на первенство мира стали организовываться в Федерации международной шахматной. До 1948 года это была частная инициатива. Собирали деньги там раньше еще перед войной. Либо спонсоры собирали, либо соперник чемпиона мира находил там деньги у друзей, у компаний. Вот, это было задачей претендента. Федерация вообще этим не занималась. Но поскольку Алехин умер в 1946 году, вот, и мир остался без чемпиона, то вот тогда приняли решение провести матч-турнир 1948 года, Гага, Москва. И после этого Ботвинник стал чемпионом мира, и он уже и предложил систему розыгрыша чемпионатов мира. И тогда вообще время было хорошее, потому что президентом Федерации был Фолькер Рогард. Вот, он специалист, адвокат, причем серьезный шведский адвокат, любитель шахмат. Шахматы знал, понимал. И это была удача. Долгие годы, причем вот безобразия, которые потом творились, Рогард и Ботвинник мне говорил, вот нет Фольке Рогарда. Никогда бы такое он не позволил. То есть он как-то контролировал, да, ситуацию? Да, да. Порядок был. Да, порядок был, причем он сам вникал в темы, и не было того, что вот ему там кто-то чего-то рекомендовал, он шел бы на поводу. Нет. А как прошла первая сессия с Ботвинником? Есть какая-то знаменитая фраза, не знаю, правда это или нет, что у Толи Карпова перспектив нет. Да, это Да? правда. Вы это слышали? Это он вам сказал или это он кому-то там Нет, потом? он сказал кому-то из... Ну, обычно у него были помощники. Юрков был у него, потом Гольберг, это его секундант, многие годы мастер спорта. И вот Гольберг у нас был директором школы и администратором. Интересный очень человек. Ну и Ботвинник не увидел моих достоинств, он увидел только пробелы в образовании, слабое знание теории дебютов. А поскольку Ботвинник уделял огромное значение и внимание теории дебютов, и, собственно, наши занятия сводились к тому, что он давал нам домашнее задание. Ну, сессия была там 7-10 дней. Он проверял домашние задания, и поскольку он еще все-таки оставался практическим шахматистом, он не бросил сразу. Ну, конечно, в 1962 году он еще на Олимпиаде с Фишером играл. Блестяще играл в чемпионате Советского Союза среди обществ в 1966 году. Он на первой доске занял первое место. За команду «Труд» играл. И, по-моему, команда «Труд» тогда и стала чемпионом Советского Союза благодаря этому результату Ботвинника. Вот. А потом ему стало тяжело. И вот мне Спасский рассказывал, что в 70-м году Ботвиннику тогда было 59 лет. Вот, они играли в турнире в Лейдене, в Голландии. По-моему, была отложена партия Ботвинник-Спасский. Вот. И Спасский говорит, я видел, как тяжело ему играть, и вот он мучается, и все. И я пришел помогать ему в анализе, чтобы он смог спасти. В партии с ним, да. Борис Васильевич, это такой кладезь истории. Да. Ну, Рашид Гибетович, в общем, я помню, он такой остроумный был человек, и как-то во Владимире. У нас базой российских юношеских шахмат был Владимир. Там был Асатурьян, очень хороший организатор, Сурен Гургенович, по-моему. Асатурьян, легендарный человек, он был вот в этом самом морском десанте на Малой Земле. И весь израненный совершенно. Но выжил. Выжил и вот увлекся шахматами. И он жил во Владимире, и благодаря его стараниям Владимир стал такой шахматной меккой российских юношеских шахмат. Вот. Надоел нам этот город ужасно. Потому что мы бесконечно там играли. Мы 3-4 раза в году были во Владимире по 7-10 дней.
Но сейчас-то он получше выглядит, а тогда, ну, понятно, Кремль, понятно, соборы чудные. Да. А город скучноватый был. Мгм. Вот, и, конечно, все поездки только во Владимир, Мгм. это грустно было. И вот как-то во Владимире мы переходим улицу, Рашид Гибетович с нами, вот, загорелся зеленый, вот, а он так смотрит в одну сторону, в другую, кто-то из ребят говорит: Рашид Гибетович, зеленый загорелся, переходим. Так посмотрим, говорит: ребята, давит не светофор, давит машина. Это красиво, да? Это вот на всю жизнь отложилось. Но вот когда Михаил Моисеевич эти слова сказал, они на вас какое-то впечатление Никакого. Ну, все равно, да. Сказал и сказал. Нет, ну мне не все равно было, конечно. Ну, ботвинник все-таки ботвинник, но я был уверен в своих как бы шахматных способностях и умении играть. Ботвинник не увидел чего, что из-за слабого знания теории дебютов я часто попадал в плохие позиции. Мгм. И ботвинник, ну и, наверное, и не мог увидеть сразу, что это помогло мне как бы и упорство в защите отработать, и умение играть на выигрыш, и плохие позиции, и хуже позиции. То есть как-то вот мой активный позиционный стиль зародился в юношеские годы. И, скажем, где-то мы, может быть, понимаем позицию, или понимали тогда позицию, я и Петросян одинаково, но Петросян, он, кстати, фантастический по тактике шахматист, но боязнь проиграть партию отбивала у него вот этот тактический дар. А, он боялся проиграть партию? Да, да. И Он же поэтому был невероятный блицор. Ну, вот так рассказывал. Блицор очень сильный был. Я с ним играл, и, в общем, я должен сказать, что даже когда я уже был лучшим блицором и чемпионом мира, то вот мы дружеские матчи играли, не всегда я побеждал. Бывало, что и он побеждал меня. То есть он для меня был серьезным соперником в блиц. Что получилось, что, в общем-то, у меня выработался активный позиционный стиль. И, скажем, я никогда не принимал решения, ну, только если это единственное решение, конечно, избежать нельзя, но если была альтернатива, то я ограничивал возможности действий соперника, но я старался не уменьшать и не убивать свою инициативу и свои возможности. А у Петросяна доминантой была всегда его безопасность. Неважно. Какой ценой он? Какой ценой он, да. Там режет и свои возможности, свои фигуры ограничивает, но главное, чтобы у соперника не было никакой активности. А что такое активный позиционный стиль? Может быть, я это, может, и понимаю, может быть, зрители не понимают, может, и я не понимаю. Что такое активный? Вот позиционный стиль я понимаю, что такое. Это игра, ну, там, Капабланку. Ну, так аккуратно, по полям, не создавать слабости, пытаться где-то нащупать какие-то места, переводы фигур. А что такое активный позиционный стиль? Чем он отличается от просто позиционного? Ну, вот надо смотреть партию Петросяна и партию Карпова, тогда будет понятно. Я старался уходить от скучных позиций, а Петросян не старался уходить от скучных позиций. К активному позиционному стилю можно, наверное, отнести и Спасского. Мы, наверное, самые яркие представители вот этого активного позиционного стиля в шахматах. А Петросян это... А Карлсон это активный позиционный стиль? Ну, Карлсон сам говорит, что он учился на моих партиях, да. И где-то он играет похоже на меня. Да. Похоже очень, да, очень похоже. А можно проследить такую линию Капабланка, Карпов, Карлсон? Вот такой как бы в истории шахмат. Можно, да? Я думаю, да. То есть вы как бы наследники. Он наследник ваш, а вы... Да. А в детстве вот этот вот период, так сказать, Карпов в Златоусте, вы также в шахматы играли? Или был какой-то период, когда, не знаю, пешки жертвовали, там, коней? Или как-то сразу началось? Нет, сразу. То есть сразу почувствовали себя комфортно вот именно в этой игре? Да. То есть это никто вам не ставил эту игру, она просто так Нет, родилась? она родилась из моих практических выступлений. Угу.